Друзья, привет! Я вам очень рада. Спасибо, что вы пришли снова на мой канал. Хочу сегодня поделиться некоторыми мыслями в нашем прологе. Уже вела, наверное, в такую привычку начинать с такого душевного разговора между нами. У нас в Стамбуле заканчивается июнь, и так же, как и у вас. Ну что хочу сказать, у нас началось турецкое пекло. У нас уже 29:30, да сейчас, наверное, во многих странах так знаем, что Европа вся жарится. Вот, и постепенно начинаемся морально готовиться к этим двум адским месяцам. Июль, август. Вообще я очень люблю лето, но в Турции лето сложное. Вот июнь обожаю. Сейчас жаркая погода, но у нас пока что ветра. Вот у меня ходуном балкон ходит, и это так спасает и по ночам, и днем. Но в июле, в августе ветра не будет совершенно. И будет очень-очень жарко, и не будет совершенно сил ни на что, будет хотеться только лежать, лежать и лежать. Я это знаю, это проходило, я здесь уже 4 года в июне месяце. И плавно подойду к тому, что заметила, что стали писать очень много вопросов про меня, про мою семью, про мою жизнь, как я пришла к эмиграции, почему я выбрала Турцию, кто мой муж, турок ли он, про ребенка, как она училась, как она учится, какие мои планы и так далее. И, конечно же, я хочу ответить, поделиться, потому что, коли у нас такой дружный канал, то вы должны меня лучше знать. А из того, что я рассказываю минимально в моих видео, этого, конечно, не хватает, чтобы сложить какую-то полную картинку обо мне. Поэтому давайте, наверное, не будем тратить это видео, а создадим какое-то отдельное, где я уделю прям, наверное, 10-15 минут этим вопросам. Можете также написать еще что-то интересующее вас. Я соберу все эти вопросы. Ну, не зря есть такая, скажем так, рубрика Answer and Questions. Question and Answers. Что-то с головой. Начала заговариваться. В общем, вы поняли, о чем я говорю. И когда говоришь на нескольких языках, в голове все путается. Каша полная. У нас в семье 3 языка. Турецкий, английский и русский. Поэтому мы стали с дочкой говорить черти как. Язык заплетается, фразы забываются, практики все меньше. И, конечно, простите меня за это, но иногда это может проскальзывать в моей речи. Заранее прошу прощения. Так вот, уделим одну половину, наверное, какого-то видео ответа на эти вопросы. Что дальше? Вообще у меня на этой неделе такой экзистенциальный кризис по поводу YouTube случился. Я очень люблю снимать эти видео, я очень люблю их монтировать, я очень люблю получать результат. И я постепенно понимаю, что я перешагиваю на некоторые ступеньки уже, и я понимаю, что мне нужно создать уже, скажем так, рыбу-основу моих видео, которая бы отвечала на вопрос, кто я и что я хочу дать вам. Конечно же, я хочу показать мир кулинарии через призму моей жизни, через призму, наверное, истории. Не зря я оказалась в Стамбуле, я вообще верю в неслучайность событий. В моей жизни это всегда происходило, это какая-то настоящая цепочка. И поэтому я не зря здесь оказалась. Не зря мне так интересна история этих стран. Мне не зря так интересна история кулинарии. Я не зря очень люблю кулинарные книги. Все это в совокупности ведет к чему-то. И я понимаю, что, наверное, YouTube-канал — это именно то, что я хочу сейчас создавать. И мне хочется создавать видео, чтобы было оно максимально и полезным, и интересным, и разнообразным, где я могу задевать и кулинарию, и какие-то интересные выходы в город, и, может быть, как-то это связывать. Поэтому я очень вас прошу, напишите в комментариях ваше мнение на этот счет. Какие вам нравятся видео? Не только на моем канале, а в целом. То есть какие типы видео на YouTube вы любите больше всего смотреть, что вас цепляет, потому что люди снимают абсолютно разные видео, кто-то сухие кулинарные, кто-то лайфстайл, кто-то, я не знаю, разоблачающие, хайповые, то есть настолько много разного контента, что выбирать иногда сложно. Я сама смотрю очень много разного контента, людей с разных стран абсолютно. Где-то молчаливые видео, где-то разговорные, где-то с лицом, где-то без. И они мне все по-своему нравятся, что самое интересное. Поэтому я хочу вас попросить об этом. Напишите, пожалуйста, ваше мнение на этот счет. Ну и про видео. Коли у меня сегодня, вы заметили, наверное, вид
в персиковом цвете. Я недавно себе купила на винтажном, на блошином рынке вот эту рубашку. Она мне очень нравится. Это очень красивый, вкусный летний оттенок. Нашла свои бусы, которые идеально вписались под эту рубашку. И, конечно же, это перекликается с тем, что у меня на столе набор персики, нектарины, абрикосы. Они безумно вкусно пахнут. И я, конечно же, хочу что-нибудь приготовить. А точнее, будет у нас десерт из нектаринчиков. И следующий шортс будет как раз-таки клафути из абрикосов. Это вкусный, простой, легкий приготовление десерт французский. Он будет шортс. Вот что, кстати, хотела отметить, что более простые рецепты, такие, которые легче всего готовить, я буду выкладывать в шортс. Более интересные, глубокие по истории рецепты, может быть, традиционные турецкие. Вообще я люблю кухни разных стран, поэтому на канале будут разные рецепты, не только турецкие. Вы заметили, я греческие рецепты готовлю, корейские, азиатские, разные. Я люблю кухни разных стран. В свое время проводила очень много мастер-классов живых именно на тему разные кухни. И Испания, и Италия, то есть много всего проводила, поэтому есть много информации в голове, которой хочется делиться. И такие рецепты будем готовить с вами в видео, более глубокие, где я больше могу об этом говорить, потому что формат шортс подразумевает под собой короткое количество минут, одна, наверное, в идеале, больше уже не интересно, уже не цепляется сейчас в наше время СДВГ, люди хотят всего побыстрее, хотя я сама человек более замедленный, и мне это сложно. Так что вот, все эти темы я с вами обсудила. Будут рецепты из свежих овощей и фруктов, конечно же, сейчас самый замечательный для этого сезон. Мы с вами приготовим красивый греческий салат. Именно греческий салат умеет готовить все, но именно классная подача. Как это можно сделать? Здорово. Мы с вами приготовим клубничное варенье, потому что сейчас сезон. И как никогда хочется вот этого аромата. В клубничное варенье я еще добавляю много мяты, яблоко, чтобы выделился связующий компонент, чтобы не добавлять желатин. В общем, много-много всего интересного. И, конечно же, Стамбул на фоне, моя жизнь на фоне и жаркое стамбульское лето. Поэтому поехали! Мои хорошие, я, как и обещала, хочу приготовить с вами один десерт, очень простой в приготовлении, который будет готовиться из вот этих вот нектаринчиков. Они у меня уже несколько дней лежат, дозревают и стали прям достаточно мягкие, и пора уже как-то их использовать, иначе испортится. Мы не успеваем их съедать. Вот, для этого нам понадобятся сами нектарины, темный шоколад, грецкие орешки. И можно по желанию печенье какое-нибудь по типу миндальное печенье можно морейти, либо, ну не знаю, это уже на ваше усмотрение. В общем, какое-то вкусное сочное печенье. Что еще? И коричневый тростниковый сахар. Нектаринчики нам надо, конечно, разделить пополам и достать косточку. Когда они слишком перезревшие, это будет сделать достаточно сложно. Поэтому я сейчас выберу такие более-менее плотные. Вот такие. Некоторые прям очень мягкие уже, а некоторые средней мягкости. Вот они будут самые идеально в этом рецепте. Вот мы видим, косточка даже уже внутри начала перезревать.
Так, что дальше? Теперь нам нужно эти половиночки вот так вот ложечкой достать из них вот эту мякоть. Ножом это делать гораздо удобнее, потому что нектарины мы используем не совсем мягкие. И вырезать гораздо проще, чем ложкой доставать. А вы знаете историю нектарина? Давайте я вам кратко расскажу. Конечно же, очень многие думают, что это гибрид между сливой и персиком. Но на самом деле это не так. Нектарин появился вследствие какой-то случайной мутации на обычном персиковом дереве. То есть персики волосатые, такие у нас, знаете, интересные по ощущению. И происходит иногда какая-то мутация, и на дереве появляются вот такие гладкие персики. Это разновидность персиков на самом деле. И появилась она еще очень много тысяч лет назад. По-моему, в Китае вывели, селекционировали нектарины. Вот, вообще слово нектарин от слова нектар. Еще в Греции, по-моему, это слово появилось, потому что, сами понимаете, вот этот сок, как нектар, вообще персики считаются символом долголетия, насколько я знаю, еще в Китае. Так что вот такая история у нектаринчиков. Никакой это не гибрид, это просто разновидность персиков. А вы что любите больше, персики или нектарины? Я вот не могу выбрать. И дальше мы с вами эту мякоть измельчим. Далее у нас с вами черед шоколада. Теперь порубим орехи. Я добавила корицы, немного меда и теперь перемешиваю. Ну и заключительный шаг — наполнить наши персики, нектаринчики начиночкой. Сейчас я сорвала на балконе немножко тимьяна и хочу присыпать листиками. Это очень хорошо сочетается, персики с тимьянчиком. Также присыпем чуточку коричневым тростниковым сахаром, чтобы у нас верхушка закарамелизировалась. Я сегодня буду использовать йогурт. Я переложила его в кондитерский мешок, чтобы красиво смотрелось. И сейчас отсажу. Также я хочу присыпать шоколадом. И польем немного медом. Десерт готов. Вот так он выглядит. Простой очень в приготовлении, вкусный, максимально полезный. Мне кажется, идеально в жаркую погоду. И отличный способ использовать нектарины, сладкие и ароматные фрукты. Приятного аппетита! Поэтому я хотела показать свои покупки месяца, хозяйственные. Вообще я не люблю, наверное, это для меня как хвастовство. Но на самом деле я знаю, что все очень любят эту рубрику. Я сама очень люблю смотреть, когда показывают, что купили, что нравится, что не нравится. Я не вижу в этом почему-то в других хвастовство, а в себе вижу. Поэтому надо искоренять это, коли у нас блог кулинарный, ну и не только, общеобразовательный даже немножко, ну и девичий местами. Поэтому все-таки буду какие-то показывать покупки. Тем более я люблю винтаж. И иногда делаю покупки на винтажном базарчике. И тем более надо показывать и делиться с тем, что я уловила. Но здесь покупки не винтажные. Вот покажу. Решила поменять бутылки под масла. И докупила еще одну банку. Хочу
переместить все в такие бутылочки. Здесь я взяла голубую и желтую, как она называется. Здесь будет оливковое масло первого холодного отжима. Здесь оливковое масло полурафинированное, Ривьера оно здесь называется, для обжарки, которая хорошо подходит. Вот такими маслами я пользуюсь. И докупила у этого же бренда вот такую потрясающую банку. Она такая большая, у нее, по-моему, 200 кг здесь влезает. Пока не придумала, что буду в ней хранить. Сначала думала кофе, но она великовата для кофе. Для муки маловато, для кофе великовато. Не знаю, еще не придумала. Но она так красиво смотрится, и я думаю, что постепенно я хочу все банки заменить. Что не в банках, докупить в банке, вот в таком стиле буду потихоньку заказывать. В общем, такие вот красивые стекляшечки у меня. Но бутылочки вообще радуют. Особенно сейчас на солнце так красиво играет. Потом вы знаете, что у меня скоро ремонт на балконе. Я никак не приступлю к нему. Что-то все у нас, какие-то дела, какие-то планы. То одно, то второе, то третье. Но я потихоньку уже продумываю. В общем, с чатом GPT, с моим другом, подружкой составили уже как бы план действий, что закупать, какие оттенки. И потихоньку начинаю покупать. Покупила вот такую скатерку вот в таких тонах. Очень люблю, когда что-то яркое есть. И здесь вот классное сочетание терракоты и бледно-желтый, и ярко-желтый. И на этой скатерти потрясающе красиво смотрится вся еда в тарелках. Вот такие оттенки. И она такая, знаете, как раз для балкона, то есть это не хлопок, это как, я не знаю, какой-то полиэстер с пропиточкой с какой-то. Я думаю, что за ним будет очень хорошо и плюс еще ухаживать в плане каких-то пятен. Вот, в общем, начинаю подготавливаться к ремонту балкона. Что еще? Купила вот такие два подносика, нашла тут на сайте. Они просто легкие, вот этот вот алюминий покрашенный. Что-то у меня все полосатое. Тарелки все в последнее время полосатые. У меня даже дочка заметила, говорит, мама, похоже, у нас тенденция, говорит, на кухне меняется, говорит, в какие-то другие стили. Но мне вот летом нравится вот эта история. Чем они мне нравятся? Они легкие, на них можно классный завтрак подавать. И самое главное, что летом покупаешь очень много фруктов, овощей, и классно сюда выкладывать. Например, сейчас у меня в них лежат нектарины в одном, в другом абрикосы, на столе прям, да, подходишь, берешь мытые и ешь. Также классно, я не знаю, что-то складывать сюда. Ну, вообще такие вещи очень удобные в быту. Посмотрите, какие они легкие, то есть вообще невесомые просто. И они такие симпатичные, с помидорками, очень подходят под летнюю тематику. В общем, я очень довольна, они были очень дешевые по цене, по акции. Что еще? Это вот из хозяйственных. Плюс у меня две новые книжки. Одно видео, по-моему, ранее я показывала кулинарные книги, которые покупала здесь. А в этот раз у меня арт-книги. Я совершенно случайно их нашла. Я была в каком-то книжном магазине и просто листала полку с арт-книгами. Я люблю такие издания, где красивые фотографии, потому что я в свое время фотографией увлекалась и обучалась на фотографа. И мне все это очень близко. И нашла две книги. Вообще, как бы я их нашла две, но я не могла же две книжки купить. Ну, во-первых, это не дешево, они не дешевые такие книги. И я такая, тут одна про Стамбул, другая про Афины книга. В итоге она у меня вот теперь появилась. Посмотрите, какие красивые издания. В общем, тут шикарные фотографии по районам, интервью интересных людей в этом городе, которые рассказывают какие-то истории, писатели, там, рестораторы, архитекторы и так далее. В общем, книжка наполнена культурой и очень полезной информацией про Стамбул. Конечно, мне сразу захотелось ее купить. Вот, например, фотография одной из самых красивых улиц в Стамбуле. Это район Биоглу. И здесь рассказывают там старые жители, какие-то маленькие истории. Вообще эту книгу создали, называется она Monday to Sunday Istanbul. По-моему, это пара, может не пара, женщина и мужчина. Они в Стамбуле достаточно знаменитые люди. Она, по-моему, издатель в крупных журналах Vogue, по-моему, Elle, если я не ошибаюсь. А мужчина, который вместе с ней издавал эту книгу, у него какое-то крупное туристическое агентство в Стамбуле по классным турам. В общем, они сообща делают эту книгу, а следом они сделали эту книгу про Афины. Вы знаете, Афины
Я очень долго выбирала между ними двумя, когда впервые увидела эту книгу, потому что она тоже очень красивая. Вы сами знаете, как я люблю что Стамбул, что греческие направления, что Турцию. И здесь очень красивые фотографии, знаете, такого средиземноморского стиля, такие красивые оттенки. Вот я листаю, видите, да? Потрясающие фотографии знаменитых фотографов города. В обоих книгах, конечно же. В общем, в итоге мне муж ее купил. Сказал, раз ты хочешь две, пускай у тебя будут две, раз тебе не так нравится. Вообще, такие книги классно ложить на журнальный столик, и приходят гости, или ты просто сидишь вечером, листаешь, вдохновляешься. В общем, эти две книжки полный восторг, я их обожаю теперь. Это путеводитель, в Афинах я никогда не была, но всегда мечтала там побывать. В свое время даже перед ковидом сделала себе визу греческую, и прям уже практически покупала билеты в Афины. Тогда еще даже не замужем была, это столько лет назад было, и ковид все захлопнул. Так я там и не побывала. Поэтому цель у меня теперь есть. Тем более я знаю, что Афины мега популярный кулинарный город. Там очень вкусно, многие люди об этом говорят. Вот, практически закончила. И покажу девочковые маленькие вещички. Конечно же, аксессуары. Одежду я не буду уже показывать, потому что как-то too much будет. Купила я себе вот такие винтажные серьги. Очень они мне нравятся. Крупные, как всегда. У меня что-то в последнее время клинит на золото. Но мне кажется, летом оно очень хорошо смотрится. Крупные, красивые серьги. Ой, прошу прощения. И купила вот такую плетеную сумочку. На базаре тоже у себя. Натуральную, с цепочкой. Очень удобная. Здесь вот питончик такой. Заклепочка. Я очень люблю маленькие сумочки, которые вот так через плечо одеваются. Куда-то выбежал. Все, что необходимо, положил. Все вместилось. Вот. Все рассказала, все показала. Записала аж на 8 минут. Надеюсь, вам не было скучно. И если нравятся такие рубрики, обязательно маякните в комментариях. Буду продолжать. Что не только закупки на продуктовых рынках и магазинах, но и такого характера. Бытовые тоже интересно. Ну вот и новые бутылочки в деле. Я перелила все масла. Только надо вот такую пробочку. Не пробочку, а вот эту штуку. Я не знаю, как она называется. Добавить на эту бутылку, купить. И очень удобно будет пользоваться. Мне очень нравится, как они смотрятся здесь. Ну и та самая банка. Все-таки я решила ее приспособить под кофе. 2 упаковки кофе отлично сюда вошли. И смотрятся очень красиво. Ничего лишнего, никаких лишних пакетов. Все лаконично. Я очень люблю так, когда чистенько и красиво. Что скажете? Доброе утро, друзья! После вчерашнего сумасшедшего дня мы вернулись домой только в 2:30 ночи. Муж еле встал с утра на работу. Я тоже еле проснулась. У меня сегодня было рандеву к стоматологу. Мне имплант вставляют. Я перенесла его, потому что в пьяном состоянии, еще жарко очень. Но, несмотря на это, поздний завтрак. Я на балконе сижу. Немножко продувает еще пока что. И у меня вот такая вкуснота сегодня. В такую жару хочется больше овощных, фруктовых завтраков. Здесь у меня всякие нарезочки. Томатные, огуречные. Ну и
в виде протеина у нас яйца, конечно же. Врываемся в новый день. Сегодня вечером у нас по плану пикник на море. Здесь у нас, я имею в виду, в Стамбуле. Вообще, вчерашний вечер мы провели у родственников мужа. Приехала родная сестра, она живет в районе Черного моря, Карадениз. Вот, и мы с ней встретились вживую первый раз. Хотя общались постоянно онлайн, конечно же. Было так здорово увидеться. Сегодня мы встречаемся у нас в Кадыкёе здесь. Хотим провести вместе пикник. У них 2 детей маленьких, такие чудесные девчонки. В общем, было очень радостно. И сегодня закрепим, завтра они уже уезжают. Поэтому хочу сегодня приготовить, наверное, курники к нашему пикнику. Но сделаю, наверное, курники не совсем курники, а с фаршем. Какие-то фрукты, овощи возьмем с собой. Может быть, пиво холодное кто-то будет пить, может, какие-то напитки. В общем, покажу немножко наш пикник, как он будет выглядеть, и, может быть, поделюсь рецептом курничек. Так что, хорошего денечка. Ну что, я приступила к приготовлению курников. Я сделала уже начинку. Обычно курники я готовлю, конечно, только с птицей, но сегодня сделала микс. Здесь у меня картофель, очень много моркови. Мелко нарезанный картофель, очень важно это, тогда он быстрее приготовится и не нужно будет приваривать заранее. И я смешала сегодня фарш птицы и фарш говядины, готовый у меня уже был, но вообще в курнички я кладу просто мелко нарезанное филе птицы. Здесь уже даже сложно это назвать курниками, но другого слова я не могу подобрать, пускай это будут булочки с мясно-картофельной начинкой. Так что сейчас я ее накрою, беру в холодильник, чтобы она не подпортилась на такой жаре, и приступлю к приготовлению теста. Тесто на курнике я делаю не по строгому рецепту, а по какому-то наитию. Ну, всегда это яйца, конечно же. Я использую 3 яйца для большого количества теста. У нас сегодня будет большая компания, 7 человек, поэтому курничков надо где-то по 2-3 на персону. 3 яйца. И обязательно какой-то кисломолочный продукт. Это может быть кефир, что отлично работает. Это может быть сыворотка. Я сегодня буду использовать йогурт. Ой, простите за помехи, не знаю, что там продают. В общем, я солью немножко сыворотку с йогурта и добавлю самого йогурта. Где-то вот такое количество, я думаю, этого будет достаточно. Также я добавляю в рецепт растопленное сливочное масло. Вот примерно вот такой кусочек. Опять же, я не взвешиваю, делаю на глаз. Сейчас я его растоплю и введу в наше тесто. Пока растапливается масло, я добавлю соль. И, как ни странно, в этом рецепте нам нужен сахар. Но, конечно, не огромно черкнет вот эту, знаете, такую сладость теста. Ввожу масло. Она мне немножко закарамелизовалась. Масла много, поэтому тесто получается очень вкусным. Также я добавлю чайную ложечку разрыхлителя. Совсем забыла про него. И всю нашу массу начинаю вымешивать. Тесто получается таким, знаете, можно сказать, даже песочным, потому что много сливочного масла и муки. Сочетание. Когда ввожу уже основную часть муки, меняю венчик на лопаточку. Здесь у меня силиконовый, ей удобнее всего. И в дальнейшем, дальше я начну уже вымешивать тесто руками. Тесто я дам. Так, тесто почти готово. Осталось его вымесить руками немножко, промять, чтобы оно было более однородным, красивым при формировании самих курников. И понять. Тесто в пакет, либо в пленку. Оно такое, видите, еще липкое. Но я его оставляю сейчас в таком состоянии. Так как уже сказала, не хочу забить его мукой. Лучше я потом добавлю по необходимости при раскатке. Тесто убираю в холодильник на полчаса. Ну что, я подготовила наш стол к раскатке. Тесто охладилось. Вот так оно сейчас выглядит. Я сейчас отрежу где-то половину от него.
Остальное оставлю в холодильнике, потому что у меня очень-очень жарко дома сейчас. И еще раз чуть-чуть промесим. И сделаем вот такую как бы колбаску, с которой сформируем наши лепешечки для курников. Я делаю небольшие курники вот такого размера. И раскатываю. Он не обязательно должен быть идеальным. Просто овальной или круглой формы. Так, далее добавляем нашу начинку. И кусочек масла я всегда добавляю еще. Также при выпекании добавляю немножко воды внутрь, чтобы они были посочнее. И вот так вот формируем курничек. Вот такие курнички получаются. Когда я делаю курники на заказ, и они идут там в кейтеринг, например, на стол, гостям, я еще делаю, знаете, такое украшение, я плету косы вокруг вот этой дырочки. И смотрится это очень нарядно, знаете, так по-славянски немножко. Но так тоже очень красиво. Итак, первый противень у меня готов, в смысле собран. Теперь я смажу курнички смесью яичного желтка и воды. И сейчас последний штрих я присыплю кунжутом. Белым кунжутом. Я люблю с черным, но не все любят черный кунжут. Он специфический, он немножко горчит. Хотя в выпечке он очень вкусно дает аромат. Беленький, конечно, поспокойнее. И я сегодня не буду рисковать, так как все-таки мы для гостей делаем это. Вслед за курниками я еще хочу приготовить сегодня одну выпечку. Один вид выпечки, он скорее как закуска идет к розовому вину, например, шампанскому. Я буду использовать слоеное тесто. Сейчас его я нарежу на квадратики, чуть-чуть раскатаю. Буду использовать также сыр соленый по типу брынзы фета. Буду использовать консервированные вяленые томаты. И буду использовать намазку из оливок. Зейтин эзмеси здесь она называется. Вот так она выглядит. Давайте нарежем. Наверное, сделаем на 3 части каждый прямоугольник. Так, и теперь каждый квадратик чуть-чуть стряхну муки. Я немножко раскатаю, прям совсем чуть-чуть, чтобы он не был большим лопухом, скорее таким ровным квадратиком. Вот такой прекрасный квадратик у нас получается. Сейчас я смажу оливковой пастой. Ее я буду добавлять совсем немножко в центр, потому что она очень соленая. Вы можете этот момент пропустить, потому что понятно, что не в каждой стране такую оливковую пасту можно найти. Далее я буду класть вяленые томаты большой. И сверху кусочек сыра. Добавляю кусочек сыра. Вот таким образом. Также я хочу немножко присыпать внутрь тимьянчиком. И вот так вот скрестив, зажимаем. Давайте их также смажем яйцом. Ну что, посмотрим первую партию. Вот такие румяненькие. Посмотрите, сколько жидкости внутри. И я даже не добавляла воду. Все это потому, что 2 вида мяса внутри. Много-много лука. Он дает очень много сочности. Ну и само тесто сочное, много сливочного масла. Плюс кусочек масла я положила внутрь.
Я думаю, что сейчас я попробую, как внутри начинка. Если она не дошла, я прикрою, наверное, пергаментом или фольгой и еще попеку минут 20, наверное, потому что по времени еще маловато. Здесь у них вторая партия курничков и наши ромбики. Ну, вот видите, за моей спиной вся выпечка готова. Сейчас покажу поближе. Я готова. Корзина к пикнику готова. И мы сейчас в течение 15 минут выдвигаемся. Погода немножко утихомирилась, уже не так жарко. В холодильнике остужается розовое вино. В корзине фрукты помыты, ягоды помыты. Арбуз нарезан. Сейчас покажу. Так, ну вот эти ромбики у нас вышли. Ничего не вытекло. Все выглядит идеально. Аппетитно, вкусно. Я прям бы сейчас один умяла бы с удовольствием. Ну, надо остужать, укладывать. Вот они, наши курнички. Посмотрите, красивые. Мы уже один продегустировали, и он потрясающе вкусный. Ну что, пикник закончился. Видите, у нас уже пустой стол, стульчики, у детей тут зарядка. Носятся как кони. Вот. Я не стала снимать, как мы с семьей проводим это время, но было классно. Тихо, спокойно, жара спала в самом красивом месте в этом городе. Вот под таким красивым деревом еще и к тому же. Ребята, я приготовила овощи. И хочу засервировать порционный греческий салат в красивой подаче. Салат этот очень простой, все это знают. Но как он выглядит на столе, очень много значит для меня лично. Огурчики я чуть-чуть прочищу. Вот таким образом. И буду нарезать их вот так вот продольно. Хорошими кусочками крупными. Нарезаем вот такими треугольничками томаты. Крупно. Греческий салат вообще подается всегда в крупной нарезке. И в нем все зависит именно от качества овощей. Ну, это вы и сами знаете. Поэтому летом он как никогда хорош. Так, что у нас дальше? Давайте дальше нарежем перчики. Просто кольцами. Вот такими. Ну и лук-лучок. Вкладываем с вами томаты на центр. Огурчики. Перчики у меня двух цветов, красный и зеленый. Если у вас будет желтый, будет еще красивее. Ну и последний штрих — это сыр. Вот у меня такими брусочками он. Безлактозный у меня в данном случае. Сейчас я его достану, нарежу и покажу, как мы его будем выкладывать. Сыр я нарезала вот на такие треугольнички. Хочу добавить немного каперсов. Далее мы с вами его немного посолим. Конечно же, оливки. Куда же без них греческий салат. И один из самых важных ингредиентов — это сушеный тимьян. Он у меня выглядит вот так в подвешенном состоянии. Это самый свежий деревенский. Именно с ним очень вкусный салат получается. Я прям вот так крошу с веточками. Если у вас нет такого, конечно же, используйте обычный покупной магазинный или на рынках, если вы на развес покупаете тимьян или орегано. Ну очень вкусное. Оливковое масло, не жалея. Ну что, салат харьятики
греческий, он же самый известный в мире, готов. Вот так он выглядит в такой подаче. Мне кажется, это очень по-летнему, и это очень ярко и очень необычно. Как вы находите? Смотрите. Я купила на локальном рынке 3 килограмма свежей клубники и хочу приготовить вкусное мятно-клубничное варенье. И поделюсь с вами рецептом. Так, ягоды промыты. И сейчас я их снова рассортирую. Уберу где-то лишние палочки. Крупные ягоды я нарежу пополам. Емкость у меня 600 грамм приблизительно. И клубничка 3750 минус 600 грамм, 300 где-то. В общем, 3 килограмма я доведу. Сейчас уберу немножко. Итак, отвесим с вами сахар. На килограмм где-то идет 700-800 грамм. Я возьму 700. Того у меня должно быть 2 килограмма 100 грамм сахара. Ну, а чтобы наше варенье было более тягучим, плотным, наподобие конфитюра или джема, я хочу добавить натертые яблоки. Обычно, если я готовлю небольшой объем варенья, я добавляю желатин. Но коли я буду хранить такое количество варенья в холодильнике, он очень быстро испортится, покроется плесенью, поэтому я попробую заменить яблочным пюре, которое выделяет пектин и даст стабильность нашему варенью. И вводим сахар. Также я использую в этом рецепте лимонный сок. На каждый килограмм клубники нам нужно где-то 2 столовые ложки лимонного сока. Так, 1 ложка, 2, 3, 4, 5. Даже одного лимона хватило. Также я добавлю веточки мяты, вот такое количество. И уже, когда буду готовую варенье раскладывать по банкам, добавлю еще нарезанную свежую мяту. Перемешиваю я очень аккуратно, чтобы не раздавить ягодки. И думаю, что я добавлю лимонный сок еще. Итак, прошло 4 часа. Давайте посмотрим, в каком состоянии наша клубника. Да, мы видим, что она дала сок. И теперь я сделаю новый метод. Я отделю ягоды от сиропа. И сироп буду уваривать дольше, чтобы он был более густой. Я не хочу, чтобы ягоды теряли все витамины, поэтому я их отделю. Сироп проварю. Добавлю яблочное пюре. Либо яблочки можно нарезанные крупно целиком, прям с семечками, с кожуркой. В них больше всего пектина содержится. И потом соединю и поварю еще 10 минут вместе с ягодой. Включаем варить наш сироп. Добавим натертые яблоки. Я стерилизую баночки. Всегда это делаю в духовке. Где-то 140 градусов. И минут 20-30. Пока готовится у меня варенье, я покажу вам ахту, которая происходит с другой стороны камеры, когда ты готовишь несколько блюд одновременно. Вот это полная раковина, грязи, грязной посуды, липкого всего, грязнючие полы, чтобы вы понимали. Итак, наш сироп проварился после закипания где-то 15-20 минут. Я достала все веточки с мятой. И сейчас буду отправлять нашу клубнику.
теперь мы доводим ее до кипения вместе с ягодой сироп. И после закипания снимаем пенку и варим еще где-то 10 минут, может быть 15. Смотрите по сиропу. За 5 минут до готовности я добавлю свежую, мелко-мелко нарезанную мяту, чтобы она поварилась 5 минут где-то с ягодками. Так, пенку я собрала. Вот так выглядит сейчас варенье. Я проварю его еще 5 минут. Выключу и буду сразу разливать по баночкам. Запасы варенья я пополнила. Здесь 4 баночки, на самом деле гораздо больше. Я думаю, что баночек 9 получилось вот такого размера. Варенье, давайте откроем. Не вышло густым, как я хотела, как планировала. Яблоки не особо помогли. И я думаю, что дело в самой клубнике. Она достаточно водянистая здесь. И я думаю, что из-за этого получается достаточно сироп такой жидкий. Но в следующий раз, наверное, я просто... Оно все равно вкусное, потому что минимально я варила сироп. Еще это очень важно. То есть, соответственно, чем дольше варите сироп, тем он гуще получается. Я не люблю его уваривать. Он получается очень темный цвет. И я больше люблю, как, знаете, быстро приготовленные варенья. Ну уж если мне захочется конфитюры или джемы, я буду просто готовить в маленьких объемах и добавлять немножко желатин или агар-агар. Оно все равно очень вкусное. В нем много мяты. Максимально летнее по вкусу. Посмотрите. Если у меня есть в подписчиках специалисты по приготовлению крутого варенья, и вы хотите поделиться секретами, мы все, я думаю, будем очень благодарны и рады. Пишите в комментариях ваши фишки. И приятного аппетита. Я день начну вот с такого чудесного чаепития. Вам желаю хорошего дня. Спасибо за просмотр и до встречи в новом видео.